Всем привет, садоводы и огородники. Продолжаю я пересадку своей клубники, так как она у меня растет на большой грядке более 5 лет. А более 5 лет клубнику держать не стоит. Поэтому я уже пересадил свою клубнику одноразовую и пересаживаю теперь ремонтантную. Она у меня без названия, к сожалению, не знаю сорт, но очень ароматная и вкусная, прям как земляника. Перед вами та клубника, которую я пересаживал с помощью уссов, то есть это молодая клубника. Как я подготавливал грядку под клубнику? Значит, я на 1 квадратный метр добавил 20 грамм фосфорно-калийных удобрений, это минеральное удобрение, а также добавил в гранулах куриный помет. Это у нас органическое удобрение, вносится 200-250 грамм в сухом виде на 1 квадратный метр. Также я добавил 1 литровую банку древесной золы и добавил 10-литровое ведро перепревшего навоза, повторяюсь, на 1 квадратный метр. Это у меня все ушло. Сегодня я хочу вам показать, как сажать клубнику путем деления куста. У меня осталось вот здесь 2 лунки, и я вам решил показать, как это правильно делается. Здесь тоже есть свои тонкости. Вот я выкопал куст ремонтантной клубники. Этому кусту у меня ровно 3 года. Я периодически обновлял кусты. И вот так вот он у меня выглядит. Сейчас я отряхну землю и покажу, как он выглядит без земли. Вот обратите внимание, здесь один большой основной корень идет, и от него идут уже рожки. Видите, их сколько много? Некоторые рожки отделяются от куста очень легко, как видите. Просто потянул и буквально раз и два, и все готово, как говорится. Вот у меня в руках один кустик клубники, и что же необходимо обязательно сделать? Во-первых, обязательно осмотреть внимательно весь кустик. А теперь начинаем удалять с этого куста все плодоножки. Они нам не нужны. Вот как видите, плодоножка прям с ягодами. Ее обязательно отрезаем. Кстати, вот видите, маленький отрезок у меня здесь есть. Это был ус, его тоже стараемся обрезать по самый корень. То есть как можно ближе к корню. Стараемся обрезать вот эти вот пеньки. Теперь смотрим на сам куст. Если мы видим на кусту старые листья, вот у меня вот этот лист плохой старый, его обязательно удаляем. Вот обратите внимание, у него цвет уже не ярко-зеленый, а такой с темной полоской. Этот лист обязательно удаляем и опять же говорю, обрезаем как можно ближе к корню. Теперь опять продолжаем осматривать куст. Здесь, как видите, опять же у меня есть еще старые листья. Их тоже необходимо обязательно удалить. Вот у меня еще здесь есть один старый листик. Его я обязательно тоже удаляю. И в итоге у нас остается 3-4 молодых, хороших листика, абсолютно здоровых, не больных. Вот я вам показываю поближе этот листик. Как видите, он уже с пятнами с какими-то, весь погрызанный. Его обязательно удаляем. Итак, у нас осталось 3-4 хороших здоровых листика. И вот здесь вот обратите внимание, новая плодоножка отрастает, ее обязательно удаляем. И у нас осталось 3 листика хороших, и посередине молодой листик начинает расти. И вот обратите внимание, у нас вот здесь вот расположены молодые 2 корня. И с той стороны тоже проклевываются, вот обратите внимание, маленькие молодые корешки. Поэтому вот эти вот старые корни необходимо удалить. Как их правильно удалить? Прям обрезаем полностью весь старый корень, но только чуть ниже, чем молодые у нас расположены корни. Вот обратите внимание, сердцевина у вас должна быть белая, тогда это считается, что корень здоров. И вот эту вот всю шелуху мы обязательно счищаем. Вот я вам еще раз показываю, молодые корешки вот здесь вот расположены. И в принципе вот таким вот способом готовим рожки из старого корня клубники. Теперь нам необходимо обработать корни клубники от грибковых заболеваний и других инфекций. Для этого я буду использовать проверенный и надежный препарат фитоспорин. Значит, у меня здесь разведенная паста. Как ее разводить пасту? 100 грамм на 200 миллилитров воды. И у нас получается маточный раствор. Теперь из маточного раствора я добавляю на 5 литров 1 столовую ложку. И теперь что я буду делать? Я беру прям клубнику целиком,
и опускаю в этот раствор. Прям полностью погружаю. Вот, как видите, я уже подготовил и второй корень. Опускаем клубнику прям вместе с листвой ровно на 5 минут. Это делается для того, чтобы обеззаразить нашу клубнику, в том числе и листву, так как на ней тоже могут быть всякие различные заболевания. Прошло у меня ровно 5 минут. Теперь берем какую-то емкость. Сюда я добавил фитоспорин. И теперь достаем нашу клубнику и сюда уже опускаем корни. Корни я буду держать в фитоспорине ровно 1 час. Стараемся при этом, чтобы корни полностью были погружены в этот раствор. Наверное, вы скажете, зачем же я столько приготовил раствора фитоспорина. Не переживайте, он у меня не пропадет, так как я собираюсь после того, как я посажу клубнику, я обязательно пролью клубнику фитоспорином. Только концентрацию необходимо уменьшить. 1 столовая ложка у меня получится на 10 литров воды. Ну а пока корни у меня проходят обеззараживание, подготовим лунку. Тем более сегодня я вам собираюсь показать, какой я секретный ингредиент добавлю в лунку при посадке клубнику. Итак, нам необходимо сделать небольшую лунку. И теперь делаем углубление под перепревший навоз, который я внесу в лунку. Сделаю ямку, и теперь я сюда слегка присыплю перепревший навоз, и теперь обязательно сюда добавлю цветы бархатцев. Можно добавлять бархатцы прямо вместе с зеленью. Для чего я это делаю? Это самое хорошее средство, прям я скажу супер средство от нематоды. Она прямо отпугивает их от нашей клубники и надолго защитит ее от этого вредителя. Кроме того, бархатцы считаются супер удобрением. Они очень хорошо оздоравливают почву. И также можно добавлять не только цветы, а, допустим, если у вас растут кусты, просто порубите их и добавьте в лунку. Прошел у меня ровно 1 час, лунку мы подготовили с нашим супер удобрением. И теперь необходимо посадить нашу клубнику. Делаем небольшое углубление прямо руками и сажаем клубнику. Стараемся сажать клубнику так, чтобы ни в коем случае не присыпать грунтом точку роста. Если вы присыпете грунтом точку роста, то клубника может у вас даже пропасть. После того, как я посадил клубнику, я стараюсь время не тянуть и сразу же полить нашу клубнику, чтобы как можно меньше наша клубника подверглась стрессу. И поливаю я, кстати, очень обильно. Вот на одну лунку я выливаю 3 литра воды. Ну, как видите, в принципе, земля здесь сухая, поэтому столько воды я выливаю на 1 куст. И теперь, когда у нас вода практически впиталась, как вы все помните, у меня остался фитоспорин. Фитоспорина я добавляю 1 литр на 1 лунку. Только перед тем, как пролить оставшуюся клубнику, которая у меня уже посажена, я ее полью простой водой, а потом пролью фитоспорином. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.